Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как добавить вот такую многофункциональную кнопку на твой смартфон с операционной системой Android. Эта кнопка будет очень полезна, так как с помощью всего лишь этой одной кнопки ты сможешь добавить до 7 различных функций и действий, которых она выполняет. И при этом эта кнопка всегда находится поверх любого приложения. Видишь? И забегая вперед, хочу сказать, что эта кнопка будет особенно полезна тем, у которых смартфон не имеет физических кнопок навигации. То есть вот эти кнопки, которые я сейчас нажимаю назад, домой и последние запущенные приложения, если на твоем смартфоне они встроены в экран, как у меня, то эта функция будет особенно полезна. Но в принципе и тем, у которых эти кнопки физические, либо сенсорные под экраном, тоже кнопка будет полезна. О чем я говорю? То есть у меня кнопки на дисплее, и если, к примеру, запустить YouTube в полноэкранном режиме, то чтобы выйти... Вот я смотрю видео, например, а чтобы выйти назад, нужно либо вот эту кнопку нажимать, что не очень удобно попадать, она маленькая, либо нужно вытягивать эти кнопки отсюда снизу, что даже у меня сейчас не получается. В общем, вот такая проблема. Я постоянно сталкиваюсь с ней, особенно если в чехле. Если чехол, то вытащить эти кнопки практически невозможно. А с помощью этой кнопки можно раз нажать, и все, мы перешли назад. Также можно на эту кнопку сделать и другие функции, например, домой. 2 раза и домой. То есть я поставил себе, при одинарном клике это будет назад, а при двойном домой. Ну, можно поставить и многие другие функции, сейчас я об этом расскажу. Ну а прежде чем мы приступим, я хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео, оставить комментарий под этим видео. И теперь, не теряя времени, давай приступим. Первое, что нам нужно сделать, это перейти в Google Play Market. Еще один момент, я сейчас его приложение это полностью удалю, чтобы пройти процесс настройки вместе с тобой, чтобы все было одинаково, чтобы ты полностью мог повторять шаг за шагом. И теперь, когда я приложение полностью удалил, переходим в Google Play Market, в поиске вводим G-Touch, нажимаем поиск, и нам нужно приложение G-Touch от разработчика GlobalSyn. Вот такая иконка у этого приложения. Нажимаем установить, скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит интерфейс. Интерфейс на английском языке, но я сейчас расскажу, что к чему. Мы один раз настроим, и далее ты сможешь... И в принципе можно о нем забыть. Настроили и забыли. Единственный момент еще, что если вдруг ты захочешь что-то изменить, то заодно поставь лайк, и тогда видео у тебя будет в понравившихся. Ты всегда сможешь найти в понравившееся это видео, и посмотришь видео, и я тебе буду рассказывать, что значат все вот эти функции. Итак, мы скачали, установили, далее открываем. Открыли, нажимаем ОК. Здесь tips, подсказки тоже ОК. Далее Notice, переходим в Go to Settings, и нам нужно выбрать приложение G-Touch и ползунок перевести вправо, чтобы загорелся синим цветом. Вот так сделали. Это мы предоставили разрешение этому приложению показывать себя поверх других приложений. То есть это то, что нам нужно. Перевели, назад нажимаем. Далее Floating Function, самая верхняя функция, ее тоже нужно перевести вправо. Go to Settings, и в самом низу загруженные сервисы G-Touch тоже включаем. Включаем, нажимаем ОК, далее назад. Все, после того, как мы сделали это действие, наша кнопка смогла появиться поверх всех окон. Вот так вот. Теперь эта кнопка будет находиться в любом месте, куда мы ее поместим. Ну а чтобы добавить функции на эту кнопку, нам нужно раздел Function Settings. Здесь у нас есть 7 вариантов
нажатий на эту кнопку. И для каждого варианта нажатия есть функцию, ты сможешь выбрать сам. Итак, Single Tap — это одиночное нажатие, то есть раз нажали на эту кнопку и произошло какое-то действие. Double Tap — это двойное нажатие, то есть кратковременное быстрое нажатие. Long Press — это нажали и немного удержали. Swipe Up — это смахнуть вверх. Swipe Down, соответственно, вниз. Swipe Left — это влево. Swipe Right — это вправо. Это касательно жестов для этой кнопки. Теперь какие функции можно на каждый жест. Итак, давай на примере Single Tap. Функции будут везде одинаковые. Single Tap. Итак, что у нас есть? None. None — это ничего, то есть никакого действия нет. Lock Screen — это заблокировать дисплей. Lock Screen Root — это заблокировать дисплей, но на телефоне, у которого есть root. Home Key — это кнопка домой. Back Key стоит по умолчанию на одиночное нажатие, это назад, то есть, как я показывал на примере YouTube. Back Key — это назад. Вот как я показывал на примере YouTube. То есть мы запустили во весь экран. Привет. А ты снова Видео. Потом нажали один раз, это back, назад. Далее Notification Panel — это, соответственно, шторка. Вот, давай проверим. Раз, шторка опустилась. Тоже, в принципе, полезная функция. Можно его, в принципе, на долгое нажатие поставить. Например, Long Press. Давай поставим Notification Panel. То есть раз, удержали в любом месте. В принципе, в любом приложении. Давай, я не знаю, в том же YouTube или в Play Market. Нажали, удержали, появилось окно. Нажали, удержали, окно. Одиночное — это назад. Ага, тут я поставил Single Tap Back Key. Вот одиночное — это назад. Допустим, я себе поставил на удержание Notification Panel. Так, далее. Notification Panel известен. Recent Apps — это у нас последние приложения. То есть последние открытые приложения. Ну, это, грубо говоря, вот эта вот функция. Раз, последнее приложение. Далее, что у нас еще есть? Switch to Last Web. Это переключиться на последнее приложение, то есть, соответственно, переключиться на предыдущее приложение, которое было запущено. Quick Settings Panel. Вот эта панель — это быстрые настройки какие-то дополнительные. Screenshot — это сделать скриншот. Но здесь, видишь, 5+, это значит, что доступно для андроидов выше 5 версии. Раз. Раз нажали, скриншот, допустим. Далее. Temp Hide 3 seconds. Это скрыть кнопку на 3 секунды. Не знаю, честно говоря, для чего эта функция на 3 секунды и зачем, но вот на 3 секунды скрыть эту кнопку может быть для, если вы хотите сделать скриншот без этой кнопки. Ну, Hide Floating Button — это полностью скрыть эту кнопку, тоже не совсем известно, не совсем понятно мне, для чего это надо, но вот Hide Floating Button — это скрыть эту кнопку. Split Screen — разделение экрана. Хоп, экран разделился. Так, далее, что у нас еще есть? Меню Key — это какое-то дополнительное меню, видимо, тоже для root, только для тех смартфонов, у которых есть root. Close Current App — это закрыть текущее приложение, но тоже нужен root. Я для себя установлю, что я установлю? На одиночное нажатие Single Tap я установлю Back Key, то есть кнопку назад. Для Double Tap я установлю Home Key, то есть Home Key. А для Long Press я, наверное, установлю, как и стоит, Notification Panel. Так, и еще... Ладно, скриншот и так есть. А для остальных, чтобы они мне лишние не это, я все-таки поставлю None. То есть никакого действия на свайпы я не поставлю. Так. Home Key тоже None. И это тоже None. Вы, конечно, себе настраиваете, как вам удобней. Я почему поставил на эти кнопки кнопку назад и кнопку Home? Потому что у меня эти кнопки
в дисплее. Не всегда удобно их доставать с нижнего экрана. Если у вас они физические либо сенсорные, вы можете придумать себе на них что-нибудь другое. То есть я поставил назад одиночное нажатие, двойное нажатие это Home, а Long длинное нажатие это опустить шторку. Есть еще Other Settings, это другие настройки. Здесь, в принципе, можно ставить все и по умолчанию. Это регулируется здесь длина длинного нажатия и временно на сколько. Вот этот Temp Height, вот эту функцию можно тоже здесь настроить. Например, вот эта функция Temp Height for 3 seconds, а можно сделать не на 3 секунды временно скрыть, а на сколько-нибудь больше, если вот это вот. Например, на 5 секунд можно сделать временное скрытие. Или там, давайте, на 7 секунд, то будет уже не... То вот эта функция Temp Height for 3 seconds мы установили на 7. То есть она скрывается на большее время, ну, на которое мы установим, или наоборот на меньшее. Это тоже в дополнительных настройках. Ну а так в целом здесь можно ставить все по умолчанию. После этого выходим, и у нас есть кнопка. Мы также ее можем переместить в любое место. Например, вот сюда. Либо еще куда-то. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, еще много видео будет. И оставляй любой комментарий на свой вкус. Всем пока!